А мы что с конца-то, Валер, начали? Прогон. Ну поехали. Всем привет, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода. У нас сегодня, хотел сказать, как всегда, не как всегда, у нас сегодня очень интересное видео. Мы, значит, делаем, коллаборацию, Коллаборацию. Коллаборацию. Каламбур. Да, с другим каналом, как он называется у вас? Гитарный лак. Гитарлок. Да, гитару я, кстати, вот покупал у них, очень рекомендую. И вначале хочу сказать, что мы находимся в Ловчем, в городе Тольятти. Ссылочки, все контакты в описании. Вот. И у нас куча сегодня оружия. Мы начнем сейчас рассказывать товарищам гитаристам, как вообще, ребят, где, когда и сколько. Поехали. Погнали. Да, теперь начинаем. Возьмем, так сказать, по образцу. Я же все запланировал уже в голове. Техника безопасности Фонари. первого. Сейчас проговорим, да. Сначала техника безопасности. Есть основные 4 правила стрелка, которые используются у нас везде. Заповеди, так Да, скажем. к сожалению, охотниками они часто не используются, поэтому мы слышим все эти веселые истории, когда кто-то кому-то отстрелил что-то. Первое правило. К любому оружию мы относимся как к заряженному. Вообще к любому, даже к пневматическому. Вот, пожалуйста. Второе правило. Выключаем телефон на стрельбище. Пожалуйста. Да. Я шучу. Первое правило, значит, сказал. Второе, буду вам так вот не в порядке говорить, а как есть. То есть относимся к оружию как к заряженному всегда. Допустим, второе, я всегда знаю, что перед мишенью и за мишенью. Ну, потому что люди все в армии... Бывает деревья там Будут туда-сюда, Да. чтобы не стрелять. Да, потому что мало ли кто там может бегать, прыгать и так далее. Третий момент. Спусковой крючок, соответственно, используется только в момент выстрела. То есть все остальное время... Палец на спусковой То крючок. есть прям до автоматики. Вообще на него. Я в курсе, я вообще... Да. Да. И четвертое. И четвертое. Я забыл. Не направлять на человека. Все правильно, да, ты молодец. Абсолютно. То есть четвертое правило, оно не совсем, да, оно звучит так, что я направляю ствол только в сторону мишени. Это, кстати, да, я все время забываю, вот у меня, автоматика уже просто. Я смотрю, сам, видимо, как не идем, но все время так оружие во всех сторонах, но всегда вот туда. Уже, как говорится, с молоком матери. Так. А у кого-то с кровью отца. Да. Давайте-ка так. Сейчас мы пробежимся вообще, какое оружие бывает и чем оно отличается. Начнем. Значит, пневматическое оружие. На чем с укулеле? Да, это акулеле, да, так называемое. Вот это у нас копия пистолет Макарова. Вот, оно, соответственно, стреляет с помощью воздуха, поэтому называется пневматическое. Вот, оно бывает разных видов. Тут у меня не все, конечно, представлены. Это просто у меня для шаления. Вот у меня есть 2. Они, соответственно, снаряд воздухом толкают. У нас, кстати, видео есть интересное. Там прошная вот эта штука. Там у нее баллон. 300 атмосфер туда накачивается, и там, прилично. То есть я с нее 150 метров закрыл прям с первого раза. То есть это прям, для пневматики, это типа... Мелкашка. Да, реально как мелкашка. Я не понимаю, мелкашка. почему она без лицензии продается, вот искренне. То есть на мелкашку, я сейчас дальше расскажу, что надо, чтобы получить мелкашку, там огонь, вода, медные трубы просто. Героем России нужно стать, как минимум. Стреляй не хочу. Так, а какая-то модель, чтобы я на всякий случай? Вот это? Да, аналог мелкашки. Это? Нет, Нет, это это нет. не та, нет. А. Все это я эти видео тебе Понял, скину там. всё. Егерь, по-моему, я не помню, или как-то, не помню. Наши тоже делают. Запишем, во-первых, Приветствую. Привет. Начиналось все, давай вот мы начнем с этого. С чего начиналось? Да,
укулеле это небольшой. Давай сначала вот эту вот. Да, давай. Подержи в руках. Да, очень круто. Это уже, ну, Окей. Очень интересная штука. Я думаю, можно с пистолетом ее сравнить. По сравнению с гитарой, она гораздо меньше укулеле. Я сейчас просто лилипутики играю, блядь. Много карлик. В этих сомбрерах такие лилипутики танцуют. не, ну это родина на самом деле. Это Гавайи? Гавайи, да. То Гавайи. есть очень такая жизнеутверждающая, веселая штука. Я даже не знаю, как на ней грустить можно, но это, блин, создает определенное ну, да, настроение. вот Я прикол- очень люблю инструмент. Прикол этого инструмента в чем? Что здесь струны нейлоновые, очень легко играть на ней. Вот. И сам строй сделан таким образом, он похож на гитарный, то есть если на гитаре играешь, ты можешь на ней играть. В принципе, через какое-то время там немножко там посвятить изучение и можешь играть. Но сам строй предполагает вот эта вот самая верхняя четвертая струна, она не толстая, наоборот, а тонкая, понимаешь? И поэтому, то есть, что ни возьми, получается... Прикольно. Получается все это. Да, можно ребятам, наверное, дать попробовать. Есть желание? Очень легко, смотри, давай сейчас покажу сразу. Аккорд до, Смотри, одним пальцем, сразу один аккорд. один палец, потом второй аккорд АМ, ля минор, вон. один пальцем. Ага. И добавляем сюда еще один палец. И вот три аккорда у нас уже есть, то есть легчайше. Ой. На третьем ладу первая струна. Да. Одна, да. Вот. Все, до мажор готов. Две ноты, да? Да, вот все. Так, вот только пониже этот палец. На вторую. Слушай, Лех, ты с ней смотришься, вообще огонь. Да, кстати, Огнестрельное, гладкоствольное. Огнестрельное, да. Начнем с огнестрельное гладкоствольное оружие. Самый распространенный калибр 12, соответственно. Почему оно гладкоствольное? Потому что тут ствол гладкий. Вот так вот. Все банально. Не нарезну, и пуля летит, как это. Да, с нее в основном стреляют с такого оружия. Охотники любят стрелять. Картечь, дробь основное. Потом идет картечь, и можно пулей. Чтобы стрелять пулей, надо иметь навык. Вот. С чем у нас на территории стран СНГ очень большие проблемы у людей. Вот. Ввиду, я думаю, дороговизны боеприпасов. Потому что, какой-то дедушка, там еще кто-то, чтобы он пули научился стрелять, это надо там 1000 хотя бы бахнуть, чтобы ты хоть баллистику понимал. Плюс вопросы к боеприпасу, если честно. То есть у нас много экспериментов было. Берешь одинаковую пулю с одной партии, одна влево, вторая вправо, третья вниз, четвертая вверх. Вот. Вот такие вот нюансы. То есть это, значит, гладкоствольное, охотничье, скажем так, оружие. Часто используется также в спорте такое оружие. Слушай, а вот здесь то же самое, только нарезное охотничье, у него разница в чем? В нарезе сейчас мы дойдем. Сейчас объясню, что это такое. То есть, кстати, это основной калибр 12-й, правильно, Булат? Да, 12-й. Это основной калибр. Самый распространенный. Да. Соответственно, ребят, кто, если будете брать себе, рекомендую его. Почему? Потому что патрон дешевле. Не то, что любой боеприпас к нему дешевле, потому что это массовость. Например, 50 рублей выстрел. Это в наших с вами реалиях дешевле. То есть, когда я начинал стрелять, это стоило 8 рублей. И за какие-то считанные годы это теперь стоит 50 рублей. Здорово. А хорошая пуля стоит 200. Одна. Вот так, ребят. Это означает, что пули стали в 4 раза лучше. Да. Но летят, правда, хуже. Но лучше. Как говорится, хуже, но лучше. Наш выбор. Вот. Как определить калибр гладкоствольного оружия? Кто-нибудь в курсе? Нет. 12 это что вообще такое? Вот. Да, дюйм? Рассказываю. Нет. Не дюйм, соотношение какое-то. Нет. Вес. Вес. Объясню сейчас какой. Бывает там 20-й калибр. Диман, подсказывай, какие еще калибры гладкоствольные бывают? 16-й, 20-й, 38-й, по-моему, да, совсем маленькие. То есть что такое? Берется фунт свинца. 410-й. То есть мы тут опять уходим в Англию, как обычно. Все запутно-перепутано. Берется фунт свинца, из него выливаются круглые пули. Сюда можно вылить 12 круглых пуль из фунта свинца. Самый вот такой В промысловый. 20-й калибр 20 круглых пуль. В 38-й 38 круглых пуль. То есть здесь все наоборот. Ты имеешь в виду на всю длину ствола? Круглые просто пули, чтобы были соответствующие диаметру. Сюда можно их сделать 12,
в 20-й калибр 20, в 38-й, соответственно, 38. А зачем То есть так? все наоборот. Англия, у них же, они же это там, Понятно. парады у них, ну вот эта вся история. И мы, к сожалению, вынуждены пользоваться вот этой мерой. Сейчас расскажу в нарезном, что такое калибр. Вот, чтобы ребята были в курсе, что это никакие не 12 миллиметров диаметр. То есть, блин, тут 18, Дима, не помнишь, сколько? 18,4, что ли, 18,6? Слушай, ну я до сих пор так думал. У нас у папы был Ир-12, да, по-моему, двухствольный. Короче, мы забыли, во всех моих других видео я все это говорю, я просто все это забываю. Одно новое оружие снял, старое вылетело. Вот. Это у нас классическое ружье, соответственно, которое у нас, вот, причем однозарядное. Вот, такие же бывают двухзарядные. У нас попозже гражданин один приедет с двухзарядным, очень дорогим ружьем. А других у нас много. Да, я думаю, можно начать с классики. Давай. Это первый инструмент, который, ну, вообще, прототип, можно сказать, гитары. С нее все начиналось. Давай. Ну, началось все с лютни, да, вот более-менее похоже Да. на гитару. Но это 17-й, по-моему, 16 век лютни. И вот уже, вот то есть, где-то примерно 300 лет назад появилась гитара вот в таком виде. Сука, на Саратов похоже. У меня такая же, помнишь, была это? Ну, Только это красивая, а так как... да, там цвет такой вот прям. Да. Вот. В общем, классическая гитара, здесь нейлоновые струны, аутентичный звук, она звучит по-своему, но мы взяли модельку интересную, она уже с трансакустикой, то есть она как бы старая плюс новая. А это мы сами поставили? Нет, это Уже. уже это в стоке, это Yamaha, Ага. тоже серьезный очень бренд, многие знают его. Вот, Ямаха Японского. мотоциклы Мотоцикл, хорошие. я только У меня хотел сказать. был вот. японцы молодцы. Но это, на самом деле, Yamaha это такой бренд интересный, который смог это как-то достойно проявиться в разных реально. Да, у них вот Правильно. эта самурайская тема, походу, они прям следят. Да, это все очень круто, и клавиши у них крутые. В общем. В общем, что произошло в мире за эти 300 лет? За эти 300 лет произошло следующее. Ну, по форме, я говорю, все практически неизменно. Появились вот такие штуки, которые вот здесь находятся, и то, что сейчас у тебя окажется в гитаре. То есть трансакустик. Ну, многие уже знают, кто не знает. Знаешь, почему? Вообще не Во, прикольно. Абсолютно. Вот. Люди придумали следующее, что было бы прикольно контролировать звук и украшать его по своему вкусу. Звук инструментов. И они придумали вот этот трансакустический блок. То есть здесь вот этот блок, вот сейчас Андрюх там, покажи, как он выглядит, как они установлены. Есть у тебя коробочка? Я уже поставил. Ты мать, красный какой, смотри, все, готов. Ну, в общем, такая коробочка, да, коробочка с процессором эффектов. Вот здесь, под нижним порожком, здесь лежит пьезодатчик. И мы дергаем за струну, вибрация переходит на порожек, порожек отдает эту самую вибрацию пьезодатчику. И пьезодатчик, чем он хорош? Он при подаче на него питания, он вот эти колебания преобразует в сигнал электрический какой-то определенной силы. И это все передает сюда в процессор эффектов. И здесь мы уже регулируем, что мы хотим получить. Ну, например, сейчас, погнали. Вот мы хотим, я хочу, например, я сижу у себя дома, там лежу на диване, а хочу, чтобы играть как в большом зале в концертном. И вот тебе я выкручиваю вот этот ревербератор. То есть вот это эхо помещения, оно добавляется, и из этого процессора уже выходит на вибродинамик, вибродинамик клеится на заднюю деку, и, короче, сама гитара является динамиком. А, вот она что как. Да, то есть сама гитара является динамиком. То есть такой замкнутый цикл. Ну, это можно было и раньше делать, но это надо было, знаешь, дополнительный процессор, эффект, педали, втыкаешь. А теперь здесь все с собой. А, питание. А питание здесь батареечка. А, батарейка. Да. Всё, Вот всё теперь тоже у понятно. Лехи будет гитара, которую он прям это на Батарейка. стрельбище откроет, и у него будет играть как в концертном зале. Класс. Да, или как на стадионе на Уэмбли, да. Это вот ревер, и здесь что? Здесь есть хорус еще. Хорус, да. Да, хорус это... О, звук какой прикольный. Ну, в основе всех этих эффектов что лежит? Работа с фазой, да, разворот фазы, смещение фазы. Да, Андрюх? То есть
дополнительный, короче, когда есть туб к одному сигналу, еще сигнал добавляется, то есть он сам накладывает, и получается такой... Блин. Пробуй. Но особенно прикольно получилась именно смесь вот классической гитары с трансакустическим блоком, потому что это, знаешь, две вселенные, короче, такие вот. Ну, она такая хорошо очень сочетается, Блин, что она такая какой толстый. задумчивая и эффектная всем. Класс. Это у нас помповое ружье. Мое первое, кстати, ружье. Это помповое ружье. Тут оно все модифицированное. Работает, соответственно, с помощью ручной силы. Перезаряжается. Ну, это я сегодня покажу, стрелять когда будем. Есть полуавтоматические. Сейчас бы дойдем до них как раз, Булат. Вот. Работает с помощью ручной тяги. То есть перезаряжаешь. Ты сразу Counter-Strike вспомнил, 2.2 это. Да. Отличная вещь. Вещь очень удобная, чем любой боеприпас кушать, поскольку ты сам перезаряжаешь. То есть полуавтомат в каких-то случаях может не сработать. Навеска маленькая была, там застряла патрон каким-то образом, еще что-то. То есть для самообороны, скажем так, дома, там, неважно чего, да хоть в машине возить, да, используются, как правило, во всем мире именно помповые дробовики, потому что он простой, как палка. Он в любом случае выстрелит. Ну, если боеприпас, скажем так, нормальный. Дальше. Это все еще гладкоствольное оружие. Еще одно гладкоствольное оружие нашего же производства. На базе автомата Калашникова. Это Сайга-12. Известная, классическая. По сути, это тоже полуавтоматическое ружье. То есть это никакой не карабин, потому что он не нарезной. То есть это такое же гладкоствольное оружие. Про него есть тоже отдельное видео. Ну, так между нами скажу. Ни в коем случае. Я говорю. Да, потому что, это чисто вот пацанам с 90-х это все дело делали, в Мерсах возить, в БМВ, потому что это никуда не пригодное совершенно оружие вообще. Ну, для охоты не пригодно. Для охоты, да, именно для целевого использования. Это такое нормальное. Да, то есть для короткий ствол. Этим сказано все. Никуда ничего не летит. Я слышал историю, что оно помещается под кожаное пальто из 90-х, поэтому... Да, приклад складывается. Вот, это я надо снять вот эту штуку, я вам ее специально надел. А давайте-ка мы ее, кстати, снимем, чтобы ребята прочувствовали в полной мере счастье и удовольствие. Как раз чехол для укулеле ложим. Да. Кстати. Да, вот оно коротенькое, но, как все автомат Калашникова, надежное. Вот от всего этого сейчас такое вот ощущение, знаете, от этих вот от взрывов, от все, смешанные какие чувства такие. Но вот самое главное, что нужно понимать, это чувство опасности, которое существует, оно должно приводить в первую очередь к осторожности. Потому что оружие это опасность очень серьезная. И вот первое, что должно возникать, не поддаваться, в общем, вот этой эйфории, вот этой охотничьей, а именно в первую очередь, конечно, осторожность. Потому что здесь она граничит уже реально на грани вот жизни и смерти. Вот так вот, профессионал в деле. И появились, соответственно, инструменты, которые могут звучать громче, потому что, гитаристам надо было как-то немножко выделиться. Да, так называемые вестерн-гитары. Ну да, у нас Алексей Аркадьевич у нас, Да. наш мастер, у него такое есть название, он их называет вестерн-гитара. Да, второе название акустической гитары — это гитара с металлическими струнами. Насколько я знаю, первыми появились дредноуты. То есть дредноуты выглядят таким образом. Это большая гитара. Ага. То есть она очень массивная и широкая и имеет, заполняет очень много объема. То есть она дает хороший объем. Это важно было для какого-то жанра музыки. Для этого. Джаз, блюз, для кантри, наверное. Да, по-моему, что-то такое. для кантри. Где в много первую очередь, инструментов, наверное. да. Да. Когда у тебя рядом обычно кто там в кантри? Там рядом скрипка играет, рядом играет банджо, и не дай бог барабан. Я прям недавно читал, но сейчас забыл.
Не, на самом деле эти, вот я тоже сейчас вспоминаю про джаз, я же говорю, джаз, блюз, фильмы, там вот такие гитары классические, вот именно с железными струнами, форма такая. Ну вот возьми в руки, вот попробуй сядь, вот возьми и вот как поиграть. И негры, наверное, там здорово Расскажи. на ней лобают. Да им и струн иногда не надо. Да. Ну вот что скажешь по ощущениям? Вот ты подержал классику, теперь вот это взял в руки. Начнем с телесных. Но мне это ближе, однозначно. Прям так Но мне звук здесь не нравится. чисто, А да. по форме как? Да, удобно сидеть с ней. То есть то, что она большая. Да, мне нормально. Ну вот, и это, короче, как это, Пепси и Кока-Кола. То есть тут это, и есть вот прям гитарист, который мне только дредноут. Да, Слушай, мне нравится. А вот со своей гитарой удобнее или с этой? Как вот тебе Мне со хочется? своей удобнее, стой. Вот. Я тоже люблю больше Grand Auditorium. У тебя, по-моему, Grand Auditorium, она... Наверное. Они Они, мне кажется, вообще одинаковые. да. А, и дредноут тоже, понятно. Я просто с вами привык, поэтому мне с ней удобно. Так они одинаковые. Да. Вот теперь про дредноуты, да. Вот я сказал, что они были в первую очередь предназначены для того, чтобы вот играть в бандах. И для того, чтобы гитарист хоть как-то мог пробиться, потому что банджо, она невероятно громкая, если она, ну, вот такое настоящее. Я один раз Плюс только живой скрипка. слышал. Вот, и по идее вот... Классно. Что происходит? Вот для чего эта гитара была Класс. создана. Ну, первоначально. Вот, на ней чем она хороша, то есть она и вот в ритмической части она крутая, и солирующие партии тоже можно очень чудесно играть, потому что очень узкий гриф, и то есть для тех, кто в состоянии, прекрасно может бегать здесь, замечательно. Вот, это дредноуты, и по материалам, то есть это вот конкретно этот материал. Да, это полностью из массива гитара, верхняя О, дека ну, здесь дорогая, из значит, кедра, да. да. Вот смотри, вот это не просто дорогая. Да, На самом очень деле шикарно. это, ну, моя любовь, вот эти вот названия, вот тоже здесь написано Годин, это такая корпорация канадская. У нее есть несколько торговых марок, там, от Лютье, как там, Сигал, Саймон Патрик, Ну, Норман. Ну, то есть опять 5 у них есть марок торговых, но они как по целевой аудитории их делают. Но на самом деле это чем они круты именно для нас. В общем, они делаются из материалов из канадских. Мы примерно на одной широте. И это дерево охеренно у нас живет. Потому что то, что с Азии привезешь массив, ты над ним будешь вот прям реально потом дышать, лишь бы у тебя зимой верхний дек не треснул. Потому что у кого-то нижний дек. Каждую минуту в мире трескается одна дека. Да. А у кого-то нижний. Вот. Это к возврату стрельбища. Какая-то наклеечка интересная. Да, а сзади вот такая наклеечка интересная, здесь написано «Гитарлавка». Ну, это наш знак качества, чтобы мы ее отстроили, мы за нее отвечаем тебе. Класс. Вот. То есть это материалы прикольные, они обычно используют. Вот у меня дома одна годинка есть, там вишня, дикая вишня материал, потом серебристый клен. Ну, то есть такие, знаешь, само название, да, дикая вишня, серебристый, уже поэзия. Как-то. Ну да. Вот, то есть, ну, мы очень любим эти инструменты, к сожалению, их не так легко сейчас привезти. Да. Но несколько штучек у нас есть для особо жаждущих мы можем. В общем, теперь по материалам. Вот то, что мы сейчас слушали, вот эту Yamaha ламинат, массив. верхняя дека массив, а чайка задняя дека уже ламинат. Да, вот теперь немножко так отвлечемся, короче. Теперь вопрос, из чего делаются гитары. Вот грифы в основном все делаются из махагона и клена. Это вот два материала, которые, правильно говорю? Еще есть какой-то материал? Только про свою гитару не рассказывай, я знаю. Еще бубин, да? Я думаю, что, наверное, клен больше на электрогитарах. Здесь, наверное, больше красное дерево, что-то такое. Ну, мне бросилось в глаза, вот, мне вот это нравится. Вырез. С вырезом? С вырезом, да. Это делается для просто красоты или это акустические какие-то тонкости? Это делается для удобства, для красоты. Да, то есть вырез для доступа к верхним ладам, чтобы здесь удобно было бегать пальцем. Точно. Вот. Это называется Grand Auditorium корпус. Бывает из разных материалов, то есть максимально удобный. Многие его любят, особенно фингерстайльщики, то есть им важен доступ к верхним ладам. Это что такое фингерстайльщики? Фингерстайл — это вообще жанр музыки, где играют пальцами. То есть они там отвечают самостоятельно и за бас, и за... Ну, это примерно как ты любишь вот с двух рук. Ты же любишь?
Да? стволов стреляет. Да, да. Вот это такая же тема. То Класс. есть, смотри, вообще, откуда все это? Смотри, вот эта классическая гитара, которую первую смотрели. Мгм. И партитуры все для нее писались вот в то время, когда она возникла. Мгм. То есть гитарист играл одновременно несколько партий. Ну, то есть он большим пальцем он ведет басовую линию, на первых струнах он ведет мелодическую и делает какие-то перехваты аккордовые. И создавалось вот такое ощущение, ну, более глубокого звучания. Круто. Потом гитаристы стали более ленивые, ну, так как, наверное, как с оружейниками. Мгм. Вот давайте мне вот в очередь стрелять. Вот не люблю я вот это вот, не люблю крутить. Мне надо, чтобы я один раз нажал, и у меня пульнуло все. Что произошло? Люди взяли одну гитару, говорят, слушай, что ты мне в ломы играть вообще все партии? Давай разделимся. Я буду соло играть, ты будешь на гитаре сидеть ритм играть. А ты вообще бас. бас-гитарист, да? Да. И тебе 4 струны вот так за глаза хватит. То есть люди взяли и вот эту гитару разделили на 3, ну, грубо говоря, на 3 части. Мгм. Вот. И вот какое-то развитие пошло в эту сторону. Понятно, появилась целая плеяда и гитаристов, которые именно на соло профилируются, и всем известны всему миру своими соляками крутыми. Мгм. Это абсолютно не означает, что он умеет только соло. Конечно, он гитарист, он профессионал. Но вот это его фирменная точка. Появились целая плеяда крутейших бас-гитаристов, которые... Ну, с бас-гитарой там немножко сложнее, там контрабас был родоначальником. Ну, в любом случае. И вот буквально, не знаю, лет, наверное, 10, наверное, 15, наверное, назад появилось другое направление. То есть, знаешь, ну как все цикличное, цикличное. Вот. И вот вернулся на свои круги, и люди стали играть. Ну, мы, к сожалению, тебе сейчас не продемонстрируем эту. Андрюш, что-нибудь можешь фингерстайл? Понятно. Всё. Ну, сейчас Андрюх что-то придумает, покажет. То есть, гитарист играет вот все партии один. И басовую часть, и ритмическую, и соляковую, и еще умудряется перкуссионно, значит, вот бомбить по гитаре. И вот для них сейчас производители, они вот эту моду сейчас тоже понимают, и они делают инструменты прям целенаправленно. Некоторые прям модели есть, прям фингерстайл. И, соответственно, вот мы сейчас про вырез заговорили, для чего он нужен. Класс. И как он появился, именно для того, чтобы, ну, надо, расширить надо диапазон звучания. То есть не только, чтобы у тебя басы были, чтобы еще были верхние частоты хорошие, а они будут, естественно, звучать круто. И песню, понимаешь, вот каждая песня, если про аранжировку говорить, у каждой песни развитие должно быть какое-то. Ну, невозможно, что ну, понятно, что есть какие-то эти стили, в которых это приветствуется. А вообще нормальная музыка, она как-то развиваться должна. И понятное дело, что круто, когда ты можешь ту же мелодию развить, начиная там от начала грифа и уходя сюда, и играть даже ту же самую мелодию, но она уже будет звучать на более высоких нотах. Понятно, ухом будет восприниматься как что-то новое. Класс. Может поддержать, посмотреть, как нас поиграть. Ну да, кстати. Насколько она тебе удобно будет. Да классно. Звук какой классный. Да, вот это, кстати, вот полностью махагоновая гитара, полностью массив. Вот как раз мы говорили об этом. Наверное, бубнящий такой теплый звук. Отличие есть, короче. Дерево влияет. А ты вообще не играешь, да? А баянист. А баян стащили. Баян нет сделал? Есть аккордеон? Нет, это другое. Понял. Класс. Вообще мне очень нравится звук. Это Шикарно. абсолютно новый производитель. У себя пока и оставлю. мы сейчас вот Это чьи в гитары? стадии завершения. Это компания Naga. Мы сейчас на стадии подписания окончательного международного договора, и мы будем эксклюзивными дистрибьюторами по России вот по этим инструментам. Это вот легендарный АКМ. Легендарный, да. Про него тоже, кстати, видео есть отдельное. Так, 7,62 вкратце, Булат. на 39. Вот если мы посмотрим, вот они аналогично. То есть все, длина ствола, все одинаково, только она в дереве, это в пластмассе. Дальше на 7,62, 39, это, наверное, 5,45. да? Нет, это тоже 39 я специально попросил. Ну это вот, это 7,4, это как бы 47-я. Ага. Дальше вот самое интересное. Я хочу Давай, вам показать. пожалуйста. Вот. Это вот раритет, который, то есть старушки, которую фору дают остальным стволам. Я не знаю, ну то есть вот, это вот кавалерийский КО-38. Разницу с обычной, это винтовка Мосина, а это у нас карабин Мосина. Ребят, чтобы вы понимали, знаете, на что похоже? Это Стратокастер 72 года и Лес Пол 58 года. Да, ну вы там что-то музыканты Да, своими неизвестные меряют. слова сейчас пошли. Да. Матерные или нет. Да. Вот, здесь
мы видим небольшое отличие. Это ствол у нас чуть длиннее. Это чтобы стрелять на дальнее расстояние. Здесь на 2 километра, ну, шагами. Раньше мерили, ну так, условно, 2 километра. Кстати, скажем, что у нас про это тоже есть огромное видео на А канале. это на километр, это вот кавалерийское. То есть, понятно, да, ты на коне, казаки, там шмазаки. И это сделано под оптику уже. Поэтому у них отличие только затворное. Да. Патрон 903 года здесь, как раз вот 7,62 на 54 закрайный. Да, это православный патрон. Так называемый, да. Это не мы придумали, не надо там комментарии потом писать. А почему? 130 лет вот этим оружию, Вот придумал. 130 лет практически, представляете, да, вот она до сих пор стреляет и очень хорошо И стреляет. очень хорошо стреляет. Не просто хорошо, то есть она дает фору, я не знаю, там, Ну, всем. не будем говорить сейчас тут про некоторых Да, но дает наших фору. производителей оружия, а то они более скандальные, Вот. за много миллионов Слушайте, а рублей. вот смотри, секундочку, вот, есть такая тема, вот если покупаешь вот классную, хорошую гитару, фирменную, кайфовую, то она с годами становится все лучше. Конечно, Вот с оружием так же? конечно, конечно, Однозначно. конечно. Это как вино, да, то есть, хочешь сравнить. А вот что здесь происходит? Вот про гитары я могу сказать, а здесь что происходит с годами, что она становится лучше? С годами? Да. Просто ты чем больше стреляешь, тем лучше начинаешь стрелять. А, то есть ты его знаешь лучше. Конечно, конечно. А как все- металл себя ведет, как вот... Ну, не перегревать металл, чистить, ну, как бы периодически. Если мы говорим про вот это советское оружие, оно делалось с таким запасом прочности, потому что делались-то для себя же, да, это не как сейчас. Делался, грубо говоря, вот я работаю на заводе, вы там мои родственники все. Я же понимаю, что если я сделаю плохо, не дай бог война, кто-то пойдет, его убьют блядь, из-за того, что я плохо сделал. Вот, ну, меня еще и казнить могли в то время, если я плохо сделал. Поэтому, да, я думаю, что они нас с вами точно переживут. Вопрос, детей переживут или нет, это потом у детей надо будет спрашивать. Ребята, там видео будете смотреть, детки, потом друг другу там поделитесь. С нейро ютуба какого-нибудь. Да, я к чему? Металл совершенно неубиваемый, нарезы не стираются на огромный настрел. Вот что вот у того вот моего любимого оружия, что вот у этого моего любимого оружия. Слушай, а восстановить эти нарезы можно, кстати? Нет, меняется ствол, но это уже будет другое оружие. Это уже все. То есть ствол как гриф, наверное, на гитаре. Конечно, это все. То есть, если ты поменял ствол, у тебя совершенно другое оружие, ты заново с ним знакомишься, пристреливаешь, да, Булаты? Несколько тысяч выстрелов в год вот я с него делаю. Я думаю, где-то бывает и 1000 в месяц отстреливаю из патронов. Ну, то есть, у них такой настрел, что уже даже никто не считает, Да, если да, честно. да. Звук приятный. Да. Следующий инструмент, но не следующий корпус, это тоже ОМ, но с вырезом. Фирма Taylor, про нее нельзя не сказать, это прям очень серьезные ребята, американцы, строят гитары очень давно, многие на них ориентируются, короче, это такая легенда, тоже обязательно попробуй. Да. О, Америка. Лех, посмотри, сколько она сейчас стоит? Ну, это, вот, да, это настоящая Америка. 412. У нас тоже есть, кстати, ролик про историю этой Тоже компании. массив, да? Да, да, здесь полностью Очень массив. интересная история. Реально молодые пацаны начинали в гараже, вот, и выросли в огромную транснациональную компанию. Ну, очень крутые. Очень любят профессиональные. Вот еще есть такая тема, вот мы тоже со стволами смотрели, да? Вот есть стволы вот с тонкими стенками, да, которые там. И они там, они, может, хороши, но ты пару раз пукнул, и все, и Да. сидишь, жди, пока остынет. Вот. И также и с гитарами. То есть есть гитары, они какие-то хорошие, нормальные, можно играть, и чудесно, и ты не поймешь там, что с ней не так. Но когда приходят профики, вот они выбирают такие стволы, которые можно было херачить дуплетами серии, вот, и не греть. И вот Taylor — это один из таких инструментов, на которые все время ходят и плачут, хотел сказать другое слово. Да. Профессиональные музыканты, именно потому, что этот инструмент, с ним можно работать. То есть на нем можно не только там дома на диванчике брыгнуть, а это рабочий инструмент, который будет работать, отдавать и становиться с каждым годом. Вот, кстати, что касается, вот ты про цену спросил. Гитары, если они хорошие, классные, если они фирменные, качественные, если у них еще и имя есть хорошее, то, ну, имя, ладно, отбросили, маркетинговую часть отбросили, давай просто техническую. С технической точки зрения гитара, правильно собранная, с годами становится дороже. Вот хороший инструмент, они растут в цене, ну, то есть независимо от там курсов валют и все прочее, они просто растут в цене.
Почему? Потому что древесина избавляется от лишней влаги ненужной, вон дерево чё. становится жестче, звонче, и, ну, это как минимум. Мгм. Вот. Ну, и она становится, ну, возьмем слово такое, наигранной. Разыгрывается, она разыгрывается, да. Вот, в гитаре Кстати, по говорят, поводу разыгрывается. разыгрывания гитар, знаешь, что интересно? Мне тоже было, каким образом это рассказать. Видели, наверное, видосы такие вот, черный металлический лист такой ставят, под него, и под него, к нему подключают какой-то источник этого вибрации. Мгм. И вот сыпет какой-то белый порошок, видели, Мгм. да? И ставит какую-то частоту, и под эту частоту Мгм. херакс, она какую-то там снежинку или звезду Мгм. там, или что-то другое там складывается. И вот то же самое с древесиной происходит от того, что мы играем на ней. Колебания, да. Вот, эти там внутри вот там эти частицы, то есть они тоже какие-то формируют свои картины, которые, и на самом деле, знаешь, это всегда сюрприз, и непонятно, то есть, ну, во что это выльется. У меня вот просто, я все время про это говорю, у меня Ibanez есть, я его купил в 2001 году, и вот он, да, и вот он лет через 15 владений, короче, я его беру, а он как заиграл, просто прям заиграл, то есть был хороший гитара, стал классным инструментом, просто потому что вот я его Ну, он просто лежал себе не продал. 15 лет. Или... Не-не-не, я играл на нем. Да. Лежал, это я имею в виду, это образно. Я играл на нем все 15 лет, я играл на нем. Мгм. Что Играл? прикольно, да, что прикольно, они очень скромно все сделаны, то есть здесь нет Мгм. никаких там лишних инкрустаций, чего-то такого, но, блин, все равно выглядит очень круто. Мгм. Вот, само дерево, вот, собрано аккуратно, лак, вот это все очень прям так... Хочется американские джинсы одеть, джинсовку, джинсы. А про цену вы не сказали. Мне прям Да, ну вот интересно. этот вот инструмент 350 тысяч рублей сейчас стоит. Все сказали они. Да? Да. Я просто Но это не очень расслышал. дорогой Теллер. Ну, это средненький винчестер. Да. Лемингтон. 870-й, классика жанра, тоже есть в оружии, в дробовиках. Ну и почему они так дорого стоят, вот крутые инструменты? Потому что это реально инструмент, с которым ты можешь как профессионал зарабатывать деньги. То Ну, есть да. ты можешь его использовать. Он чем хорош, ты можешь и в концертной деятельности использовать. И самое важное для музыкантов в записи в студии. О, Потому что там лезет все. Вот, ну не знаю, как сравните с стрельбой, где там, где этот, может быть, стрелок там при ветре, а то дело ты в тире там стреляешь, да, там? не, можно с соревнованиями сравнить. По стрельбе. Да. Тоже лезет все, блин. Вот. Что может Тут ты вылезти. вроде все отработал, успокоился, а тут, когда вот это все у тебя трясется и волнение. Вот. Сразу, да. И вот на студии вот так же инструмент, то есть ты и так играешь, не слышишь, а начинаешь записывать, хоп, а третья струна, там такие волчки, а ничего сделать не можешь просто. Вот ты играешь, она вот так вот, понимаешь, на записи. Ага. Вот на записи все влезет прям. Поэтому вот крутые инструменты, они этим круты, что то есть они везде можно, и в туалете, и в студии поиграть красиво. Класс. Подошли к такому моменту, в общем, пока мы здесь производили буквы. Андрюха за это время что сделал с твоей гитарой, Леш? Во-первых, он туда, что там, какой блок там? Поставил трансакустический блок. Какой? Быстро, весело. VS1 от фирмы Double, у которого есть все. Можно играть одновременно и с дилеем, и с хорусом, и с ревером. Это, в принципе, для остальных блоков недоступная тема. Андрей, можно по-русски? Я ничего не понимаю. Нажимаем, держим. Оп, Мгм. загорелось все. Ага. Он включился. Допустим, нам нужен один ревер на нем. Что такое ревер? Ревер это такой объемчик, ну, пространство, скажем так. То есть, вот это его Искусственно созданное пространство. сейчас его нет. Как зазвучало-то, а? Вот, эликсиры они Там делают, да. там еще один секрет, я сейчас расскажу. И ты можешь там регулировать объем этой комнаты. То есть сколько квадратных метров, в общем, у этой комнаты. Это ревер. Да. Вот Так, его это мы на выключаем. видео потом я запишу. Перевод. Помедленнее Дальше записываю. хорус. А как выключить, Андрей? На ту А, еще раз, ага, нажали. Ага. То есть вот Выключили. лампочка загорается, Угу. это хорус пошел уже. По-русски? Хорус это вторая линия отдельная. То есть он делает многоголосие, что ли. Ага. То есть некоторые считают и рассказывают о том, что это эмуляция 12-струнной. Я с этим особо не согласен, но в Ага. принципе с оговорками так можно сказать. То есть это вот Класс. Ага.
Ну и дилей, это у нас отраженная задержка. То есть вот А это вот как раз можно что-то наиграть, а потом солянку накладывать. Не-не-не, Нет? это вот повторы. А-а-а. Группа кино. такая вот штука. Прикольно. Здесь еще можно, в принципе, даже цепануть Bluetooth AUX. И То что есть там будет? запустить минусовку с телефона и играть. А, во, прикольно. То есть ты включаешь с телефона минусовку, и она у тебя звучит из гитары. И ты Ого. под нее лобаешь. То есть тебе Буквально- даже самому не надо, любую минусовку скачал и фигачишь. Ее можно использовать как Bluetooth колонку. Да. Кого? А давай, Гитару давай саму. покажем. Вот это да. Все. Мой телефон. Вообще, это, говорит, не я, говорит, к вам дошла, это прогресс дошел. Это что такое вообще? В нашей молодости, помнишь, у меня электруха была советская, что у Урал, тебя что было? ли? Я не знаю, какая-то, ну, советская еще. Интересно. Тебе менструатор дальше? Не, у нас то есть вот вполне себе. Все очень удобно. Сюда тебе поставили струны и эликсиры. У нас просто, ну, это вообще неоспоримо. Короче, у нас здесь вообще секта эликсировская. То есть я сам Это я у подсел. вас видел видео тоже. Вот, я на эти струны подсел лет 15 назад, мне пацаны подсунули, говорят, на, попробуй. Короче, в чем прикол их? Ну, ну там понятно, у нас там тоже видосы есть, мы там рассказываем про все остальное. Но помимо всех технических там особенностей про покрытие, все остальное. Во, вот я видел. Во-первых, да, во-первых, они живут вот при твоем вот нормальном, ну, Ага. непрофессиональном использовании, ну, ты реально их будешь менять раз в год. Мгм, нормально. Раз в год. Если нормальные струны, то есть, ты знаешь, это реально, можно их назвать одноразовыми. У меня вот и ребят, которые выступают, хорошо, то есть они меняют струны каждый концерт. Все, они больше не звучат. Мгм. Эти работают, но помимо того, что они долгожители, они раскрывают вот любой. Знаешь, приезжает какой-то инструмент, который мы не понимаем, Мгм. звучит он или нет. Я говорю, ставь эликсир, поймем, может он что-то или нет. Мгм. И вот это такой показатель, то есть он показывает, реально работает гитара или не работает, потому что эти струны, ну, офигенные. Тут весь вопрос только подобрать свой калибр. Мгм. Все. И вот видишь, ну ты вот сейчас вот мы тебе в руки, Андрей все-таки отдаст, я надеюсь. Ему жалко, конечно, он все время расставаться с инструментом. И вот у тебя есть воспоминания, ты на нем играл. Да. Это твоя гитара. Вот теперь посмотри, твоя ли это гитара? Вот так выключить. Ну да, сначала без вообще. Все? Вот, Ой. всё. Шик. Ну вот даже без трансакустики. Ну теперь с трансакустикой, понятно, у тебя еще это. Ага. Ну, Теперь включай твоя давай. тачка официально прокачана. Ребята, а теперь, короче, смотрите, такая аналогия. Ну, Fender Custom Shop, 72 год. Да. Андрей, что Да, интересно, что Да. ружье, которое я вам хочу показать, это в принципе того же примерно года и времени. Это ружье компании Perugini Vizini, итальянцы. Говорят, что это ружье, уж не знаю, когда оно там было разработано, но производится с 1967 года практически без изменений. Вот знаете, говорят, что есть там человек, он красив не внешне, он красив душой. Там какие-то, множество аналогий. Честно говоря, когда я увидел в первый раз это ружье, оно было немножко в другой колодке, в другом дереве, но меня в нем поразила его механика. Просто человек сделал такой вот вариант, он вытащил там ударно-спусковой механизм, и этот ударно-спусковой механизм, он был как произведение искусства. Во-первых,
У него, с одной стороны, было очень мало деталей, но они все были настолько выполнены изящно. Во-вторых, функционально. У него даже если здесь сломается какая-то из пружинок, ружье все равно продолжает работать. Ну и кроме того, само по себе ружье очень красивое. Ну, это кап грецкого ореха, корневая часть его, комбелин, что ли называется. Очень само по себе такой материал. Он сложный. То есть, в принципе, он сложен тем, что он очень пластичный. То есть, стоит оставить его, например, на солнце, и он потечет. То есть, требует к себе это дерево обслуживания, внимания, то есть, и всего остального. Слушай, на самом деле, вот смотри, гитары дорогие, которые нитролаком покрываются, такая же проблема. Вот у меня крутой инструмент есть, да, и вот я повесил на резиновый крючок, и на этом месте у меня лак облез просто. То есть, прям беда. Ну, за всем следить надо. За этим надо следить. Вообще, это не нитролак, это шелл-лак. То есть, это продукт там каких-то особых пчел, там, история. Разводится в спирту, покрывается, поэтому вот такой глубокий цвет, это все натуральное. То есть, здесь никакой химии, это все сделано так, как делали 100 лет назад, там, и 200 лет назад, и так далее. Интересное ружье тем, что вот это, значит, Перуджини и Визини, они когда-то делали вместе, или они вышли, или вместе, так историю я плохо знаю в этом плане, с компанией Пираци. И до сих пор вместе с Пираци они делают кто-то кому-то стволы, кто-то колодки, там еще. Ну, из всех историй была интересная очень история. Есть такая английская оружейная фирма, она звучит как Пёт, на немецком языке она бы читалась как Перде. Вот. Эта английская компания, она производила очень дорогие ружья и делала очень дорогую отделку. То есть это все курчавое, с сечкой. То есть вот эта вот надпись, это на самом деле золотая сечка. То есть это подсечено, вбито туда золотая нить и заполировано. То есть это все сделано вот руками, штихелем. То есть это все ручная работа. Есть подобные ружья, они вот такие все курчавые. Причем есть разные манеры исполнения. Кто-то их режет. Здесь было ружье. Человек уехал, в Москве сейчас живет. У него тоже Перуджини Визини. И это один, так сказать, из, может быть, последних ружей, которые делали мастера. У него колодка отделана, знаете, рисками. То есть способ нанесения гравировки, он такой, когда человек как карандашом вот такими короткими движениями наносит риски, наносит рисунок. Оно все все очень изящно украшено. Вот тебе еще подарочек один. О! У нас, это, конечно, стиль у тебя черный, но у нас Егор наш... А Егор нет сейчас? Ушел? Ушел, да. У нас мастер, который кожевник. Он при религиозном соображении не использует черный цвет в коже. Да, то есть он его терпеть его не может. Вот такой тебе еще подарочек. Спасибо Кармашек большое. для медиаторов цепляется вот сюда вот. Они всегда с тобой. Огромное спасибо. Вот. Во-первых, большое спасибо за подарок. Я вообще не ожидал. Я еще думал, узнаю все там это. Вот. Огромное спасибо. Зазвучало все по-новому. Но теперь мне тренироваться, и теперь больше буду еще тренироваться. Я и так каждый день занимаюсь. Вот. Узнал. Что, интересно? По поводу тренировки хочу сказать. Алексей, оказывается, мастер спорта по пауэрлифтингу. Да. На секундочку, да. И это, кстати, очень... Вот мы только вот ехали, кстати, говорили о том, что если человек мастер спорта, все равно по какому виду спорта. Это тоже человек, который может работать по системе и добиваться все, что он для себя поставил. Это круто, конечно. Да, я такой. Наверное. То есть чего нет, правда. Систематика, да, важна, потому что я считаю, что любая система бьет талант. Это мое мнение, да. То есть я все равно научусь играть так, как ты, пусть на это уйдет 10 лет, 15, 20. И я тоже, может, как-нибудь. Буду внуком играть. И ладно. Да круто. Мне прикольно. Круто, Лех. Ты получил гитару, мы получили на стрельбище офигенные ощущения, абсолютно новые. От этого, тоже от создания рук человеческих.
который сделан из металла. Ну, две стихии мы представили, Да, да. Металл, дерево, и то, и другое работает в умелых руках. Да, в умелых и натруженных руках, как Да. Александр Федорович, хозяин раньше, который... Я хочу сказать следующее, что вот мы для себя открыли в стрельбе, что это действительно какая-то новая медитация, и это такой поиск себя, поиск своего мужского, поэтому бояться этого не стоит. И если есть какие-то позывы, то надо смотреть профессионалов, учиться у них, изучать эти процессы и двигаться в эту сторону. Да, я для себя и очень рад, что я вас нашел. Вот, очень рад. Как-то сразу все так зашло. Я как-то, если честно, у нас вот, как с оружием, как-то, да, вот, люди опасаются оружия. А здесь ситуация обратная, типа, да, вот у меня-то спортсмены же в основном, да, с кем я там военный, еще там ребята определенные, скажем так, по спорту. Пионер-вожатый. Да, пионер-вожатый, да, в основном. И все гитарам, вот, мы не в Техасе, ребят, кто не в курсе, мы не в Техасе, мы в России. И это там нормально, да, то есть пострелять, поиграть, попеть, посидеть, снова пострелять там и так далее. У нас пока у нас страна молодая, нам 30 лет, даже еще нет, 30 лет, 32 года в стране нашей, России. С момента... Я уточни, про какую страну. Да, я про страну Россию, да. И у нас все впереди, я очень рад, что вам большое спасибо за такое место прекрасное. Мужики, давайте не стесняйтесь, давайте играть вместе, объединяться, а что нет-то? А что? Дело изумительное. Сам Бог велел. Да. Всех благ, ищите себя, живите музыкой, Да. радуйтесь, будьте свободны. Всем мир. Да. Спасибо.